Интересный дизайн для любителей поиграть в игры, отличная эргономика, легкие материалы, хорошая автономность, большой набор тапов с возможностью регулировать громкость прямо с наушников, низкая задержка в играх реально незаметная, поддержка приложения, также у бокса есть беспроводная зарядка, что, учитывая ценник, является просто огромнейшим плюсом. Хорошее звучание с возможностью настроить его под себя через кастомный эквалайзер, разумеется, в приложении. Но как на самом деле обстоят дела у наушников QCY G1, которые я так долго ждал, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, наконец-то мне пришли наушники от QCY. Притом, я думаю, вы знаете какие. Когда была распродажа, я купил их две пары, не эти конкретно, а эти еще одни. Я думаю, о них тоже мы потом расскажем, но сегодня сначала о QCY G1. Очень они похожи на какие-нибудь там игровые наушники от бренда, допустим, Black Shark. Вы можете посмотреть, к слову, на канале были недавно их уши, и мне они понравились. Здесь у нас максимально Bluetooth версии 5.2, задержка в 45 миллисекунд, которая, конечно же, будет визуально, наверное, больше. Разумеется, расстояние до объекта 10 метров они обещают. Зарядка в течение 2 часов. В игровом режиме они обещают целых 6 часов. В режиме воспроизведения музыки автономность 8 часов. Химией не пахнет, что есть странно, потому что это дешевле. Ну, бывает, наверное, но опять же только у QCY, чтобы работало более-менее нормально. Пластик выглядит не очень, на ощупь приятный. Крышка не люфтит, хотя пластиковое крепление. Довольно неплохой пакинг для амбушюр. Не худший вариант, что я видел, но их здесь только две пары. Еще третья пара, разумеется, на самих наушниках. Следующий момент — это кабель для зарядки, максимально короткий, эконом-класс, рулит. Все это выглядит очень странно, все на ощупь лучше, чем выглядит. Что мы видим в боксе? Мы видим, что здесь есть кнопка для сопряжения, окей. Диоды индикации, надеюсь, они во время работы наушников не мигают. Помимо диодов индикации на боксе подтверждается, что 450 мАч емкость, и по большому счету все. Правый, левый. Довольно комфортно. Вряд ли это будет вылетать, потому что это затычки, но возможность всегда такая существует. Внешний вид, конечно, не то, чего бы я хотел и что ожидали вы, я думаю. Ну, вы вблизи их увидите не только вблизи, услышите, как работают микрофоны. Смотрим обзор, пишем в конце ваши ощущения. Они выглядят так, как стоят. К сожалению, не дороже. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами НАЛИ. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам QCY G1. Полетели. Продажи только одна расцветка, и вы видите ее на экране. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика, форма нестандартная. Габариты составляют 57 на 57 на 29 мм по самым объемным частям. Вес без наушников у бокса 43 грамма. В кармане ощущается только из-за габаритов, тактильно неплохой, но из рук выскальзывает. Отпечатки не собирает, как и царапины, по крайней мере за время моего использования их не появилось. Материалы средние, сборка хорошая. На корпусе с фронтальной части есть зеркальный логотип компании, вдобавок он еще и углубленный. Далее есть панелька, через которую виден свет от индикатора состояния аккумулятора, который находится во внутренней части бокса. Также имеется разъем USB Type-C и краткая информация мелким шрифтом. Люфт у крышки отсутствует, что очень даже хорошо, но в перспективе, наверное, все-таки появится. Открыть одной рукой сложно, но приноровиться можно, и крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри бокса на матовой поверхности, как я уже говорил, находится световой индикатор, два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Маркировки здесь нет, но есть кнопка сопряжения и сброса для заводских настроек. Наушники в боксе незначительно гуляют, при тряске вылетают моментально. Если кейс просто перевернуть, то останутся на месте. Хлопок при закрытии крышки бокса глухой и не раздражающий. Емкость аккумулятора 450 мАч, полный цикл зарядки 1 час 40 минут. Беспроводная зарядка на борту, что удивительно. Наушники от бокса можно перезарядить полных 3 раза, саморазряд не
не наблюдал, переходим к наушникам. У наушников область, где находится сенсорная панель, выполнена из такого же материала, как и крышка бокса. А остальная часть выполнена из глянцевого пластика. Дизайн по большей части подойдет для игроманов. Габариты 34 на 20 на 15 мм. Вес одного наушника с амбушюрой 4,4 грамма. Посадка в ухе меня удивила, так как они действительно комфортно сидят. Но все-таки через длительное время уши по факту начинают побаливать. Где-то через 2-3 часа. Такое ощущение, что как раз за счет того, что они суперкомфортно сидят, они давят на какой-то хрящик. Не знаю, как он называется, но и так не только у меня по отзывам. Из рук убегают на ура. При занятии спортом из ушей не выпадают, если правильно подобрать амбушюры. Звуковод овальной формы размером 6,2 на 5,1 мм. На корпусе расположились по 2 микрофона на каждом наушнике, как и по 2 углубленных контакта для зарядки. Рядом есть маркировка left и right. Далее есть светодиодные индикаторы, которые во время воспроизведения музыки не мигают. И последнее — это сенсорная область. Из тапов на борту пауза воспроизведения, переключение треков, ответ, сброс звонка, вызов голосового ассистента, включение игрового режима с задержкой в 45 миллисекунд по заявлению производителя и регулировка громкости, которую можно настроить в приложении для одиночного тапа, к примеру. На тапы откликаются хорошо, и если вы поправляете наушники в своем ухе, ложных срабатываний нет. Летим дальше. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами. Активного шумоподавления на борту нет, как и нет режима прозрачности. Сразу вспоминаются One More недавние, правда, которые примерно за ту же стоимость это могут. Хотя не ту же, все-таки они дороже на 25%. Заряд наушников в шторке показывается. По одному наушники работают, но переподключаются с небольшой задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт здесь не завезли, сенсоров приближения также нет. Анимация при подключении в наличии, но не такая, как указано на сайте. Емкость аккумулятора одного наушника 45 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 55 минут. Отыграли они у меня на 60% громкости по кодеку AAC 7 часов 30 минут, что довольно-таки хорошо. Вместе с боксом они проживут не больше 24 часов. Защиту от пыли и брызг производитель не заявляет. Далее, для удобного использования нужно установить приложение по QR-коду, которое указано на коробке, но к этому приложению лично у меня наушники не подключаются. Поэтому скачиваем с Play Market приложение QCY и радуемся. В приложении есть возможность посмотреть заряд аккумулятора наушников процентов, выбрать из заготовленных эквалайзеров или воспользоваться кастомным эквалайзером, что лучше. Откликаются на эквалайзер наушники не самым лучшим образом. Также есть игровые эквалайзеры со спецэффектами. Далее настройка тапов. Кстати, одиночный тап можно отключить, как и остальные комбинации, включить-выключить игровой режим и LED-подсветку. Помимо этого можно перейти в спящий режим, обновить прошивку. Обновлений, к слову, мне не прилетало. Bluetooth здесь почти последней версии 5.2, но по большому счету выше-то смысла нет. Смартфонов еще с 5.3 лично я не видел. Подключить их к смартфону не составляет труда, из кодеков на борту AAC и SBC. Через две стены не отваливаются и фризов не ловят. Задержки на YouTube незаметны. С включенным игровым режимом все хорошо. В играх задержки меня очень даже порадовали, играть более чем комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с функцией ENC отрабатывают неплохо. Такое вот шумоподавление. Окружающие шумы глушат, голос сильно не искажают. Примеры вы сейчас услышите, как всегда, на улице. И вот он, очередной пример работы микрофонов, наушников QCY. Я их люблю. Можно сказать, что я данному бренду, который является лоукостом Xiaomi, многие могут не соглашаться, многие соглашаются, они продаются в их магазине. В принципе, нужно поставить памятник. Почему? Потому что $29 в море людей купило их во время распродажи. В принципе, во время всех распродаж у QCY практически все модели беспроигрышные. Да, у них ужасное подключение к этой бедной программе, они его никак не допилят. Да, они не про инструментал, однозначно, они не про какую-то
музыку из разряда классики. Если вы хотите думать, что вы с беспроводных наушников будете радоваться, это точно не ваш вариант. Ваш вариант существует, это One More какие-нибудь, это, допустим, более-менее дешевые Sony наушники, на которые я редко делаю обзоры, но все равно у них есть удачные модели. И еще море всего топа, к слову, на канале. Но вот, кстати, как микрофоны работают, вы сейчас слышите рядом с дорогой. Эти наушники про малую задержку, в них кайфово играть, в них кайфово слушать местный или не только местный рэп. И, в принципе, всю попсу, какая только существует в природе. Даже, нет, ну Адель, конечно, это другая история. Вот это дело может зайти почти всем, кому может зайти их внешний вид. В целом, наушники конкретно меня порадовали. Бокс мне не нравится, но это, я думаю, возраст. А микрофоны оценивать вам мокро, ветрено, но не сильно. И проезжают мимо машины. Машины, притом, они проезжают еще и по мокрому асфальту. Думаю, нахапались здесь микрофоны с их шумодавом. Смотрим дальше. Звучание на 100% громкости каши есть, но незначительное. Запас громкости в наличии. Баса достаточно, объем присутствует, сцена средняя. Мне звучание, как для игровых ТВС-наушников, очень даже понравилось. Подойдет оно, конечно, больше для прослушивания танцевальной музыки или современной простой. Скажем так, здесь больше басов, чем средних и высоких частот, притом упор логично, что на бас, потому что они а-ля игровые. Непритязательных пользователей, я уверен, прям на 100% они удовлетворят. Никакого дешевого звука здесь нет, есть и объем, и глубина, да, нет детальности, да, где-то низкие на средние заползают. Но если вы планируете использовать их для игр или ютуба, то вам за глаза их хватит. Из минусов, в первую очередь, я выделю много углублений, куда постоянно забивается грязь. Нет мультипоинта, нет сенсоров приближения, нет активного шумоподавления и заявленной анимации при подключении к смартфону, как именно показано на сайте, я тоже не обнаружил. Самый крупный минус — это приложение. Оно ужасно работает, QCY его принципиально годами не меняют, и про него я даже говорить не хочу. Мы предполагаем, что оно вот просто поиграться у вас или вдруг обновить прошивку. Стоят они в районе $29, ссылка в описании к видео. Покупал я довольно давно их, наверное, недели 3 назад, потестировал уже знатно, потому что Али сейчас очень быстро все доставляет, тем более, когда доставка плюс. Посмотрите в моем телеграм-канале, что еще есть интересного сейчас по хорошим скидкам, плюс завтра вспоминаем, что начинается распродажа, притом она считается квартальной и довольно крупной для Алиэкспресса, поэтому очень даже советую заглянуть на Али. Вдруг что-нибудь интересное поймаете. Резюмирую, наушники действительно за свою цену отличные. Если не смотреть на корявое приложение, полное неудобство при первом использовании, но наушники сами по себе топ. Конечно, долго в них не поиграешь, так как уши устают 3 часа, и мне лично нужно отдыхать. Но главное, это функционал, они отрабатывают отлично, с сенсорами у них тоже все великолепно, и пару часиков комфортно в них провести можно легко. Хотя вам решать, что лучше, а что хуже. Вдруг вы лучше полноразмерные купите Anker Q20, допустим, они не намного дороже. Обзор по ссылке в правом верхнем углу, и играть в них больше вам зайдет, поверьте. Так же, как слушать музыку. Единственное, они, конечно же, больше. Ведь тип наушников другой, но тоже беспроводные. Подписываемся с колоколом, пишем, что еще купить на обзор в комментариях. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.